Devashish Prabhu, hello one more time. I will say several words about you, and then we will start, okay? Okay. Okay. In Russian. I mean, I will say. Yeah. Итак, с нами Девашиш Прабху. Это человек, который живет в грехастха-ашраме. Грехастха-ашрам — это значит, что он живет не в монастыре, не практикует отреченный, в смысле, монашеский уклад жизни. То есть у него есть жена, у него есть 2 дочки, он работает, живет в очень большом городе в Лондоне. При этом он практикует бхакти-йогу уже несколько десятилетий. Он был учеником Шидхара Махараджа, учеником Шрилы Говинды Махараджа и продолжает практиковать и делиться с другими людьми своим опытом, своими знаниями. И мы очень рады, что у нас появилась возможность с ним пообщаться, потому что очень редко встретишь такого духовного человека, при этом ведущего в той или иной степени мирской образ жизни, поэтому ему можно задавать какие-то вроде бы бытовые вопросы даже. Вот. У нас встреча называется «Задай вопрос», то есть мы задаем вопросы, либо выходим как бы с видео, либо можем с выключенным видео в аудио, либо мы можем писать вопросы в чате. И тогда как бы мы будем видеть этот вопрос и задавать ему вопрос. Сегодня нас переводит Ачюта Ананда Прабху, потому что он замечательный переводчик, который уже ранее переводил Девашиша Прабху. Devashish Prabhu, so we can start already with questions, or you at first want to say us something, or how it will be better for you? As you like. Questions is good. Okay. Как удобно, вопросы — это хорошо. Есть ли у кого-нибудь вопросы? Если нет, то я, как всегда, задам. Хорошо, тогда первый вопрос от меня. Учитывая, Девашиш Прабху, учитывая, что вы живете вот как бы в миру, подскажите, пожалуйста, каким образом не отвлекаться на обстоятельства этого мира и всегда помнить о своем духовном пути, а не уходить вправо-влево, а потом возвращаться в тот момент, когда жизнь тебе устраивает неприятности? Okay, so Raja Sundari Didi asked, Devashish Prabhu, as far as you live outside the temple, you live the Grihastha life. Can you please tell us some recommendations, some advices concerning how to keep your mind straightforward into spiritual practice, not allowing your mind to go to switch left or right, and not remembering about spiritual practice only when it comes down to some bad conditions when we need help? Okay. So Guru Maharaj, Srila Sridhar Maharaj, his recommendation was responsible service. И наш Шрила Гуру Махарадж советовал так: ответственное служение. So that means that you take some responsibility for the service of your Gurudev and the mission. Then you're as much as possible to utilize your time for that. Then you won't have time for Maya. И раскрывая этот совет, нужно взять какое-то ответственное служение для своего Гурудева таким образом, чтобы утилизировать время так, чтобы не оставалось времени на происки Майи, чтобы ум не гонял. And if you associate with those who are always engaged in Krishna service and in Krishna consciousness, that association will help you to become strong. Также нужно стараться держаться общества тех, кто практикует сознание Кришны, и это общество может сделать нас сильными, может укрепить нас. Srila Sridhar Maharaj said 99.9% of your advancement in spiritual life will be dependent on your association. Beg your pardon, Srila Guru Maharaj said it? Yes, Srila Sridhar Maharaj. Srila Sridhar Maharaj говорил, что 99,9% вашего успеха зависит от общества тех, с кем вы практикуете. That's really the advice. Таков совет. Thank you. Есть ли у кого-нибудь еще вопросы? Если нет, то, как всегда, буду задавать я. У меня их всегда очень много.
Вопросы можно, напомню, в аудиоформате, видеоформате или, в чате задавать. Окей, я хочу спросить, в каком возрасте Девашиш Прабху стал Девашишем Прабху? Ananta Prabhu asked, what was your age when you became Devashish Prabhu, literally? Well, I joined in ISKCON when I was 17. Я присоединился к Искону в 17. And I was initiated in 17. I was 21 when I was initiated by Srila Sridhar Maharaj. Мне было 21 год, когда я получил инициацию Махараджа. Можно несколько слов, истории, как человек в 17 лет пришел, потому что его заинтересовала духовная жизнь. Can you please say a couple of words about what was interesting for you in spiritual practice in 17 years old? Maybe there was some interesting story about how you joined ISKCON in 17. Yeah, actually, I was still at school before 17. When I was about 14, I first became interested in Krishna consciousness. Вообще мне было 14, когда я впервые заинтересовался сознанием Кришны. Я тогда еще учился в школе. My English teacher, she gave me 3 books. Мой учитель английского дал мне 3 книги. One book was called Zen Bones, Zen Flesh by Alan Watts. Одна книга была написана Аланом Ватсом, если я правильно понимаю перевод. Дзен плоть, дзен кость. Another one was called Be Here Now by Baba Ram Das. Вторая книга, написанная Баларам Дасом, называлась «Будь здесь сейчас». And the third was Shri Ishopanishad by A.C. Bhaktivedanta Swami. А третья книга это был Шри Ишопанишад, написанный А.Ч. Бхактивиданта Свами. And just after receiving that, my school friend. И как только я это получил, мой школьный друг. His mother suddenly died from cancer. Внезапно потерял свою мать, которая ушла от рака. So this was in the 1970s. So we were all kind of like hippies. Это происходило в 70-х. Мы были что-то наподобие хиппи. And we had a friend who lived nearby, who was we used to buy cannabis from him. У нас был друг, который жил неподалеку, и мы покупали у него травку. And we saw looked at him as a kind of guru. Мы относились к нему как что-то вроде гуру. So when my friend's mother died, he was very naturally very full of sorrow. И так вот, когда умерла мама моего друга, мой друг естественным образом был максимально печален, он скорбел. And we didn't know what we could do to comfort him. Мы не знали, что сделать, чтобы сделать ему лучше. So we thought we'll go and see our friend. His name was Bamboo. Бамбу. Because he played a bamboo flute. Потому что он играл на флейте из бамбука. So we went to see him, and because we thought he will be able to help, give some spiritual advice and help our friend. И вот мы пошли его навестить, полагая, что он может дать какой-то духовный совет нашему другу, помочь ему. So we went to see him, and we told him our friend, his mother just died, and please give some help to him. И вот мы к нему пришли, мы ему сказали, вот наш друг, его мама умерла, пожалуйста, окажи ему помощь. He lived in a caravan. Caravan like a mobile home. В таком, знаете, домике на колесах в трейлере. Караван. Караване. Yeah. So and when we went to see him, he went to a cupboard in his caravan.
And inside there was a book wrapped in some silk cloth. И когда мы пришли к нему навестить, мы в этом месте нашли книгу, обернутую в некую ткань, шелковую. So he unwrapped this cloth and, very reverentially, and then he opened the book and he began to read. Он очень аккуратно открыл, распаковал от ткани эту книгу и начал читать. And he read, "For the soul there is never birth nor death, nor having once been does he ever cease to be. He's unborn, he's eternal, he's not slain when the body is slain." И он читал строки, в которых говорилось: душа нетленна, не рождается, не умирает, душа не испытывает смерти. It was Bhagavad-Gita. Это была Бхагавад-Гита. And after reading from the second chapter, he closed the book and gave to my friend, "This is for you." После этого, после чтения второй главы, он закрыл книгу, дал ее другу и сказал: это тебе. And after that, we became hooked on Bhagavad-Gita. И после этого Бхагавад-Гита подцепила нас на крючок. We would sit with each other and read verses from the Bhagavad-Gita. Мы, бывало, сидели и читали строчки оттуда, из Бхагавад-Гиты. And then after some time, when the school holiday came, my friend and I we went to the Hare Krishna temple. Потом, опосля, когда наступили каникулы, мы с другом поехали в храм Харе Кришны. And while we were there, they gave us some more books and some beads and many things, and that was the beginning for me. Для меня начало было там, тогда. Там нам дали больше книг, нам дали четки. And shortly after that, when I left school and I went to art college. После этого я окончил школу и пошел в колледж искусств. But my interest was becoming more and more and more in Krishna. And so I dropped out of college and I joined the temple. Но меня все больше и больше интересовало Харе Кришна, поэтому я оставил колледж и пошел в храм. And I served that was in 1977. I served there in ISKCON until 1982, which was when I went to India and when I met Srila Sridhar Maharaj. Это происходило в промежутке от 1977 года до 1982, когда я в 1982 году поехал в Индию и встретил там Шрилу Гуру Махарадж. And 1 year later, he accepted me as his disciple. Позднее он принял меня своим учеником. Okay. Yes, thank you. Есть ли еще у кого-нибудь вопросы? Кто-нибудь хочет спросить здесь, с видео или в чате? Можно вопросы набирать в чате. Если нет, то задам опять вопрос я. Вопрос про осознанность. Что такое осознанность? Потому что есть очень много разных направлений, духовных либо псевдодуховных, которые сейчас по всему миру каким-то образом распространяются, где осознанность преподносится как когда ты все время здесь и сейчас, понимаешь и видишь, что происходит вокруг и так далее. А что такое осознанность в вайшнавской концепции? And Vraja Sundari Didi asks about being conscious. What is like being conscious in Vaishnava conception? Because nowadays the world is full of different traditions, of different ways that promote being conscious, saying like being conscious right here, right now, taking into consideration what's going on everywhere. And so it's kind of hard like to get misunderstood what is being conscious. So please, Devashish Prabhu, can you tell us what's being conscious according to Vaishnava line? Okay. So before we can become Krishna conscious, we have to be conscious. Перед тем, как принять сознание Кришны, нужно стать осознанным как таковым.
And it's true, nowadays everyone, they speak about mindfulness. И разными течениями о этой полноценности, об этом всем. So that means we should, Srila Govinda Maharaj, he used to always say, wait and see. Шрила Говинда Махарадж часто говорил, подожди и увидишь. Wait and see. So that means whatever comes in front of us, how we react to it will depend on our consciousness. Что означает, что-либо, что к нам приходит, и как мы на это реагируем, наша реакция, это все зависит от нашей осознанности. Nothing is actually innately good or bad. Ничто, что с нами случается, по умолчанию не является плохим или хорошим. How we react to it makes it good or bad. Но то, как мы реагируем, делает это явление хорошим или плохим. So the advice, wait and see, means don't just make an emotional knee-jerk reaction. Поэтому подожди и увидишь означает не реагируй сразу сверхбурно эмоционально. So in other words, don't make your response an emotional response. Другими словами, не реагируй эмоционально. Пусть твой отклик не будет эмоциональным. Based on our passion or our anger or our excitement. Эмоциональный отклик, и пускай не будет таковым, основанный на наших страстях, на гневе, на каком-то возбуждении, перевозбуждении от чего-то. So try to take a step back and consider everything in an objective way. Постарайтесь сделать шаг назад, отгрузиться от ситуации, чтобы объективно оценить все, что происходит. And as devotees, then we should think, this situation, how would my Gurudev respond to this? Как преданные, нам следует думать, вот такая вот ситуация, как бы на нее отреагировал наш Гурудев. And in which way will I be able to benefit my own Krishna consciousness and also all those that are involved with this circumstance, how will they also benefit from that? В таком настроении следует также думать, какой должна быть моя реакция, чтобы от этого было хорошо с точки зрения сознания Кришны, развития сознания Кришны и меня, и всех тех, кого это может коснуться. So, Srila Guru Maharaj, Srila Govinda Maharaj, they always very much stressing this instruction by Sri Chaitanya Dev. Шрила Гуру Махарадж и Шрила Говинда Махарадж, они очень часто подчеркивали важность именно этого настроения Шри Чайтанья Дева. Tunadapi sunichena tororiva suhishnuna amanina manadena kirtaniya shadahari. That we should try to practice humility, tolerance, and giving honor to others without expecting any honor for ourselves. Нам следует практиковать в настроении смирения, терпения и оказания почтения всем, не ожидая уважения в свой адрес. So, whatever circumstance we find ourselves in, if we can step back from that and consider in which way will I react, that is in humility. Таким образом, когда с нами происходят разные ситуации, нам стоит сделать шаг назад, отстраниться от ситуации, чтобы спокойно понять, какой должна быть наша смиренная реакция на происходящее. In which way will I react that promotes tolerance? Как я отреагирую, чтобы это было показателем терпения? And in which way can I respect and honor others? Как я могу оказывать почет всем, не ожидая уважения себе? Srila Sridhar Maharaj liked very much this a poem by a British poet called Longfellow. Шрила Гуру Махарадж очень любил поэму, написанную британским поэтом Генри Лонгфелло. And it says, "Trust no future, however pleasant." Там сказано,
будущему, каким бы приятным оно ни казалось. Let the dead past bury its dead. Пускай мертвые хоронят своих мертвецов. Act in the living present with heart within and God overhead. Действуй в живом настоящем с Богом над головой и сердцем внутри тебя. So if we can follow this principle, then we can always be in the here and now. Если мы постараемся следовать этому принципу, у нас может получаться находиться здесь и сейчас. With heart within and God overhead. С сердцем, которое мы ощущаем внутри нас, буквально вот сердцем, которое мы чувствуем с жизни по сердцу, и Богом над головой. If we accept this principle, then our movement will always be progressive. Если мы примем этот принцип, тогда наше движение всегда будет прогрессивно. So this is, in essence, this is what Srila Govinda Maharaj means when he says, wait and see. Вот что имеет в виду Шрила Говинда Махарадж. Такова суть послания «Подожди и увидишь». So this is how we can live consciously in the present. Вот как нам следует жить осознанно в настоящем. Спасибо большое. Thank you very much. У меня был вопрос более теоретический, и вы дали на него абсолютно практический ответ. I had a more like theoretical question, but you gave a brilliant practical answer. И который очень важен для меня сейчас, потому что я часто сейчас оказываюсь в ситуациях, когда я не понимаю, как неправильно себя вести. And this is a very, very important answer from you right now, because right now I often find myself within situations where I don't understand how to behave correctly. Спасибо. Thank you very much. И у нас есть вопрос от Виджая Сундари Давидаси, можно сказать, что сейчас из Москвы. Она спрашивает в чате: как вы поняли, что выбираете семейную жизнь, а не вашрами в храме? And another DD asks in chat, Vijaya Sundari DD, I'm sorry, Vijaya Sundari DD asks, how did you understand that you choose to follow the family path, not the temple path? It was a very simple thing. Actually, you know, when I first had Bhagavad-Gita, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj's Bhagavad-Gita, there are many illustrations in there. Для меня это было просто. Вот когда еще была Бхагавад-Гита первая Бхагавад-Гита Шрилы Бхактивиданта Свами Прабхупады, в той гите было много иллюстраций. And one illustration, there's a man and his wife and his children, and they're dancing, chanting Harinam, and the gods are showering flowers down on them. Одной из этих иллюстраций была картинка, где мужчина, женщина и их ребенок радостно танцевали, а сверху их осыпали цветами. And the caption said, "Be thou satisfied with this sacrifice." И там в подписи картинки было написано: «Будь удовлетворен своей самоотдачей». And this very much attracted me. И меня это очень привлекло. A family life, spiritual life, with the blessings of the gods showering down on me. That was what I wanted in my life. Я почувствовал, что вот что я хочу в своей жизни, вот семейную жизнь в настроении Бога, и таким образом, чтобы аж боги осыпали нас цветами. Вот это класс. And also, I'm a very ordinary person, so family life was just the natural choice for me. И также я обычный человек, поэтому выбор семейного пути для меня это был понятным решением, простым решением, очевидным. Maybe one day in the future, when my family are all grown up and married and everything, then I will think about another line of life, perhaps. Возможно, в будущем, когда мои дети, когда все вырастут,
когда я буду свободен от этих обязательств, я подумаю о том, чтобы жить другой жизнью, возможно. Is it okay? Все хорошо? Thank you. It is, you finished the answer, yes? Окей. Есть ли еще у кого-нибудь вопросы? Нету? Тогда снова вопрос от меня. And again, I'll ask. Как семейному человеку, то есть вопрос вот какого характера. То есть мы иногда собираемся на намахаты, читаем Бхагавад-Гиту, общаемся через скайп с духовными учителями. Утром у нас арати обычно, потому что мы обычно с ночевкой приезжаем, как бы Веда-уикенд. Но у нас есть дети, которые при этом вообще никаким образом нигде ни в чем не участвуют. Не могли бы вы поделиться опытом, каким образом, возможно, можно их как-то вовлекать? And the question is regarding family life. When we live family life, trying to practice. Sometimes we come to, as we have Veda weekend, we come for holiday, for weekend, and like wake up early in the morning to attend Dharata and stuff. And so we feel attracted, but children don't feel always attracted. Sometimes they're not attracted at all by the spiritual practice. Can you maybe share your knowledge, your experience about how can we attract our children to spiritual practice? First of all, we shouldn't try to force our children. Прежде всего, не нужно стараться делать это силой. And secondly, when I discussed this with Srila Govinda Maharaj, he said, you just give love to your children. Потом, когда я обсуждал этот вопрос с Шрилой Говиндой Махараджем, он мне ответил, да просто давай своим детям любовь. Просто люби детей. And the main thing is not to be a hypocrite. Тут самое важное не быть лицемером. Because children, they understand hypocrisy very well. Потому что дети, они такие, они лицемерие понимают сразу сходу. Они чувствуют его. Like my parents told, when I was a child, they told me, don't smoke, it's very bad for you. But both my mother and my father smoked. Например, когда я был ребенком, мне мама и папа, которые оба курили, говорили, не кури, это вредно. So from a young age, I thought, why should I listen to them? They say one thing and do another thing. И я вот с детства думал, ну что я должен их слушать, если они говорят одно, а делают наоборот. So the best way to encourage your children is for you yourself to be the best example that you can be. Поэтому лучший способ вдохновить детей – это подавать им и себе пример той себя, какой ты хочешь себя видеть, какой ты хочешь быть. And it's very difficult for our children not to be influenced by everything that's happening in the world, especially through media, because now they have media, access to media which we never had when we were children, or at least I didn't have. И это очень сложно сделать в наше время, потому что у детей есть доступ к информации настолько гораздо в большем количестве, чем было в наше время. И, соответственно, эта информация может оказывать очевидное влияние на наших детей. Это сложно, разумеется. I told one of my daughters, when I was your age, we didn't have computers. Я как-то сказал одной из своих дочерей, когда я был твоего возраста, у нас компьютеров не было. Or mobile phones. Таких мобильных телефонов не было. Or anything like that. Ничего такого вообще не было и близко. She said, then how did you get on the internet? И она мне ответила, а как ты к интернету подключался? But of course there was no internet. But now, я ответил, так и интернета тоже не было. Now so much, like 24 hours a day, you can be connected to the internet. А сейчас ты можешь быть онлайн 24 часа в сутки. And there's a saying, an idle mind is the devil's workshop. Как есть такая поговорка, беспокойный ум – лаборатория дьявола. But an idle mind and a broadband connection, forget it.
Беспокойный ум и хорошая связь онлайн забудьте. So the best thing you can do is to show your children that it is possible to practice Krishna consciousness even in the midst of all of this bombardment from the media and from their friends and from the society. И поэтому лучшее, что вы можете сделать, это стараться их вдохновить примером, практиковать так, чтобы было видно, что это возможно вот посреди всей этой бомбардировки общества, друзей, общения, всего того, что вот вокруг нас творится, что практиковать даже в этом всем возможно. Показать им своим примером. You can't keep them away from that by repression. Давя на них, мы не сможем оградить их от всего этого. There's a story, if we have time, from Mahabharata. Есть история, если у нас есть время, из Махабхараты. So that there was one sage. Был там один святой. And he lived with his wife in the forest. Он жил со своей женой в лесу. And she, in the course of time, she became pregnant. С течением времени она забеременела. And at the time of the birth, she died in childbirth. Она умерла во время родов. And her to deliver the child was very difficult and painful and ended in her dying. Роды проходили очень болезненно, очень сложно и окончились ее кончиной, кроме рождения. And the son was born. Родился сын. So this sage, he thought, I do not want my son to suffer as I have suffered seeing my wife die in this way. И святой подумал, я не хочу, чтобы мой сын страдал так, как страдал я, видя, как умирает моя жена. So I will keep him very far away from any type of family life or sex life. Поэтому я постараюсь максимально оградить его всеми способами от семейной жизни, от половых связей. And so he made his ashram very deep in the jungle. И очень глубоко в джунглях он основал ашрам. And he only associated with other sages, but brahmachari sages. И он общался только с брамачари, только со святыми, не просто со святыми, а святыми в целибате. And as his son grew up, he didn't even tell him that women existed. И его сын рос, и он ему даже ни разу не поведал о том, что существуют женщины. He thought, what he doesn't know, that can't harm him. Он подумал, то, чего он не знает, не навредит ему. But inevitably, one day, Но однажды, неизбежным образом, he met a girl. Он девушку встретил. That time, his father had gone to another ashram to perform some sacrifice. Это было тогда, когда его отец отправился совершить жертвоприношение в другой ашрам. And the king of that area, he came on a hunting party with his family. А король той области, король того царства в этот момент как раз охотился в угодьях со своей семьей. And amongst the party, his daughter, the princess, was there. И среди его семьи была его дочь, принцесса. And during the time, she wandered off from the party and came to his ashram. И на тот момент она немножко отделилась от вечеринки и как-то вот набрела на ашрам. And they met with each other and they began to talk. Они встретились, сразу начали общаться. And he said, "Oh, Brahmachari, you are so beautiful. How is it? Where do you come from? Where is your ashram?" Он сказал ей: «О, Брамачари, ты такая красивая, где твой ашрам, откуда ты такая?» And he was naturally beguiled, attracted to her. Он естественным образом почувствовал к ней влечение. But he doesn't know that she is her. He only knows of men.
Но он даже понятия не имел, что она была женского пола. Он ведь, у него загружена была в голове только мужская часть. And she was also very intelligent and clever. Девушка была умная, правильная. And she realized very quickly, oh, he doesn't know that I'm a girl. И она очень быстро осознала, что он не понимает того, что она девушка, что она женского пола. Anyway, they had a pleasant afternoon together. Так или иначе, они приятно провели время вместе. And then she said, oh, now I have to go back to my ashram. И она сказала, ну все, теперь мне пора возвращаться к себе в свой ашрам. I hope we will meet again. Надеюсь, мы еще раз найдемся, встретимся. And they parted. И они разошлись. Then when the boy's father returned, когда вернулся отец мальчика, he told his father, oh, I met this very beautiful brahmachari today. и он рассказал отцу о том, какого красивого брамачари он сегодня встретил. And her hair was so fragrant, and her skin was so his skin was so beautiful. I was so much attracted to him. Он рассказывал отцу, какой красивой была кожа брамачари, какими изящными и шелковистыми были волосы брамачари, все такое. And we had a pleasant afternoon together. Он рассказывал о том, как приятно они проводили время. Immediately his father could understand, oh, a girl has been here. Его отец сразу же понял, ага, тут была женщина. So, but rather than explaining to his son that this was a woman who had come there, he decided, I'm going to make my ashram even deeper into the jungle. Но вместо того, чтобы наконец-то рассказать сыну правду о том, что существуют женщины, он принял решение переместить ашрам еще глубже в джунгли. But the princess had already fallen in love with him. В то время как принцесса-то уже влюбилась в мальчика. So she decided, I'm going to find him and make him my husband. Она решила, что она пойдет, найдет его и выйдет за него замуж, сделает его своим мужем. So, cut a long story short, finally she found where the new ashram was. И вкратце она таки нашла новое место ашрама. And she observed from a distance when his father would И leave. она так издалека наблюдала, ждала момента, поджидала, когда уйдет отец. And she went to meet him again. И опять пришла с ним встретиться. Oh, Brahmachari, I have been looking for you. Он ей сказал, о, брамачари, я тебя ждал. And I want to take you to see my ashram. Нет, это она ему сказала. И она сказала, я хочу взять тебя, показать тебе свой ашрам. So she'd made like an ashram on a raft, which she'd moored to the river, on the river bank. Она соорудила что-то наподобие плоту, который плыл по течению реки. And she took him to her ashram and cooked a very nice meal for him. Она взяла его в этот так называемый ашрам, приготовила ему очень приятные блюда. And he ate to his heart's content. Он просто наелся до отвала. And then she said, now you rest your head on my lap and take a little nap after your meal. Она ему, конечно же, заворковала о том, что пора и вздремнуть после такого хорошего обеда. Давай, прилягся, хорошо. And while the brahmachari slept, И пока брамачари спал, she cut the ropes to her raft. Она отрезала канатные веревки, которые были привязаны к плоту. And the raft sailed down the river. And when he awoke, he was in the city. Плот уплыл по реке, а когда парень проснулся, он обнаружил себя в городе большом. And he was amazed. He'd never seen anything like this. He'd lived in the jungle his whole life. He'd only seen the ashrams of other sadhus. Он был потрясен, он никогда в жизни ничего такого не видел, поскольку всю свою жизнь он жил глубоко в джунглях, в ашраме. And she took him, showed him the city, and took him to her father's palace.
Она показала ему город, она привела его в дворец отца. And that was the end of our brahmachari. И это был конец как брамачари. He became the prince. Он стал принцем. So the moral of the story, Srila Prabhupada says in his commentary of Ishopanishad, we have to learn science and nescience side by side. What's except science, Devashish Prabhu? Science and nescience. Nescience means like the ignorance, you can say. I got it, thank you. Мораль сей басни такова, как говорил Шрила Гуру Махарадж, нам нужно научиться как науке, как чему-то правильному, так чему-то и неправильному мы должны этот опыт получить. Because if you don't have a fully rounded education, you'll find yourself one day in trouble. Поскольку если не получить как бы такое широкоформатное образование, полный спектр образования, то рано или поздно можешь оказаться в беде. So there's a song. How are you going to keep them down on the farm after they've seen Paris? Как поется в той песне, как ты хочешь их в деревне удержать, если они только из Парижа вернулись? So we have to teach our children, but the best way to teach our children is by our own example. Итак, учить детей наша необходимость. Мы должны это делать. Но учить мы их должны своим примером, показывать им пример. And you'll be surprised because for our children to accept Krishna consciousness, they must come to an awakening of their own. Потому что вы будете удивлены, для того, чтобы дети приняли сознание Кришны, они должны пробудиться, прийти к этому сами. Otherwise, it's just like any other religion where I follow this because my parents follow this. Иначе это будет как в других религиях. Я этому верю, потому что мои родители в это верят. But they will need to feel that this has relevance to them. И не обязательно они чувствуют, что то, во что они верят, релевантно им. Нравится им. And that they can own this as their own spiritual path. Они должны выбрать свой духовный путь, считать его своим выбором. Then we should have faith that Krishna will guide them in the right way. Также необходима вера в то, что Кришна направит их в правильном направлении. And maybe we don't see that. Maybe we see that they're not interested at all in Krishna consciousness at this moment. Возможно, мы можем замечать то, что они не заинтересованы сейчас в сознании Кришны. But if they're thoughtful, then the time will come where they must question, what is my life about and why am I here and what is the purpose of my life? Но если они думают в полном смысле этого слова, рано или поздно они подумают о том, что я, кто я, что я делаю в этом мире, какова моя цель, мое предназначение. And if you've given them a good foundation in Krishna consciousness, then they'll understand, I already have the answers to these questions. И если мы дадим им правильный фундамент духовной жизни, то в тот момент, когда они подумают о том, кто я и что делать, они также вспомнят о том, что и ответы на эти вопросы у них уже есть. But one of the things that family life teaches us, но одна из вещей, чему учит семейная жизнь, is to be detached. Это быть непривязанным. Because it comes a point in our own life where we realize that our children do not belong to us. We're only their custodians. We're only looking after them for the time being. Потому что это такая реализация, которую я понял, которую каждый поймет. Наши дети нам не принадлежат. Мы просто своего рода их окружение, которое заботится о них до определенного времени. And they will have to follow their own path. Они должны будут идти своим путем. Srila Govinda Maharaj often used to joke. Шрила Говинда Махарадж часто бывало шутил. About Srila Prabhupada A.C. Bhaktivedanta Swami. О Шриле Ачи Бхактивиданте Свами Прабхупаде. He would say, he gave Krishna consciousness to the whole world,
but he could not give it to his own sons. Он говорил, он дал сознание Кришны целому миру, но не смог дать его своим сыновьям. So we should be prepared that maybe our children won't follow Krishna consciousness when they grow up. They may not follow Krishna consciousness. Поэтому мы должны быть готовы к тому, что когда дети вырастут, они не обязательно будут следовать сознанию Кришны. Совсем не обязательно. Because that's not in our hand. It's not within our power. Потому что это не в наших руках, это не в наших силах. So we should be prepared for that. But I think that we will also be surprised by how much Krishna consciousness means to them. Поэтому мы должны быть готовы к этому. Однако я думаю, что мы будем удивлены тому, что приготовило сознание Кришны в них и для нас. At least this is my experience. По крайней мере, таков мой опыт. Thank you. We have a question from Lilavati Devidasi in the chat. Были ли у вас проблемы взаимопонимания в обществе во взглядах на историю? Конкретно на историю взаимоотношений Индии и Англии? Did you ever had troubles in communicating with someone regarding maybe some historical issues? Basically, I mean like talking about Indian and British issues. I'm not sure what the question is. Sorry. Можете уточнить вопрос? Я немножко его не понял. Какое недопонимание? В среде преданных вы имеете в виду или вообще в мире в целом? Я вас не слышу. Let me just literally translate the question from the chat. Лавати, тебя не слышно. Okay, I can translate literally from question from the chat. Did you ever had problems of understanding in the society regarding history issues? Practically, basically, the history of Indian and British relationships. That's the literal translation of the question. Okay. So Just a second. Скажи ты сюда. Я имела в виду ментальность людей, окружающих, которые вот только приходят, например, в храм и знакомятся с этим. Мы здесь, например, сталкиваемся с ментальностью людей, которые выросли, при иудаизме, вот такого плана. I mean, in our devotion society, because in the devotion society, every devotee has its own background. Like in Israel, a lot of devotees, they have Judaism society and stuff. So different backgrounds that somehow, like, as far as I understood the question, can be in conflict. So did you ever had some kind of troubles regarding communication? So cultural differences. Культурная разница. How they come to clash with one another. Как они между собой соприкасаются в терках. Is that correct? Am I understanding right? Я правильно понял вопрос? Спрашивает Девашишем Прабху. Разница в разных культурах и их конфликтах? Yes, I think yes. Okay. Well, of course, I was raised as a Christian. Я вырос как христианин. And in England, also, it's a particular type of Christianity, Church of England, it's called. В Англии особенное христианство, называется английская церковь. Historically, the Church of England split away from the Catholic Church. Историческим образом английская церковь отделена от католической. There's some slight difference in teaching of the Church of England and the Catholic Church. Также существуют различия в учениях католицизма и английской церкви. But so I was raised in Church of England. И вот я вырос в английской церкви. But as a young man, I more or less rejected that. Но, будучи молодым человеком, я так или иначе это отрицал.
because I couldn't harmonize how there was so much suffering in the world if God was good. Я не мог понять, я не мог привести в порядок мысль о том, если Господь хороший, почему в мире так много людей страдает. And I asked my priest this question. Я задал этот вопрос своему священнику. Why is it that some people are born with great wealth and a life of luxury, and others are born without even a bowl of rice to eat? Почему так, что одни рождаются в полном богатстве, а другие рождаются, и у них нет даже тарелки риса? And the priest's reply was, "It's a mystery." И священник ответил, это чудо, мистерия. And I couldn't accept that. No, Я не мог это понять. This doesn't tally with the idea of a benevolent, all-loving God. Я не мог это понять, поскольку это шло в противовес идее о том, что Господь любит всех. So more or less, I just became an atheist after that. После этого я, естественно, стал атеистом. But still, I felt inside me that there must be something more than just this mundane reality. Но все-таки где-то внутри себя я ощущал, что есть что-то еще, кроме этого материального мира, кроме этой мирской обыденности. So Krishna consciousness came to my relief in that regard. В этой связи сознание Кришны пришло ко мне как отдушина, как облегчение. And through Krishna consciousness, now I can understand the teachings of Christ. Но в Англии, живут очень много людей из Индии. So, culturally, and especially I live in London, culturally there's such a mix of different cultures that there's really never any problem. И вот я живу в Лондоне, а в Лондоне живет целая просто смесь различных культур, всевозможных. И для меня это никогда не было проблемой. In fact, it was more in India where people would stop me and say, like, why you're following this? Why you've given up your, Christian religion? Why you're wearing dhoti and tilak and all of these things? That was you would get that more in India than here in the UK. По сути дела, это скорее даже в Индии тебя могут остановить и спросить, как ты в прошлом христианин снял крест, надел эти вот белые одежды. Этот вопрос более характерен для Индии, чем для Соединенного Королевства. Because previously the British were in India as the rulers, the conquerors of India. Поскольку ранее британцы были в Индии в качестве завоевателей. And now we're in India dressing like Indian people, and worshipping in the temples of the Indian people, and they're very surprised to see that. Поэтому очень странно видеть, как, так сказать, бывшие завоеватели сейчас надевают индийские национальные одежды, и предаются индийским религиям, идут в индийские храмы. Они очень удивлены видеть это. But actually, Vaishnavism is the fulfillment of the Christian religion. Но на самом деле вайшнавизм, он полностью вмещает в себя христианскую религию. Он полноценен. In fact, all religions, genuine religions, are pointing towards Vaishnavism. По сути, все основные религии, они указывают вектор в сторону вайшнавизма, они показывают, они подталкивают к этому. And really the conception of Krishna consciousness as given by Sri Chaitanya Dev is the culmination of all religious thought. И в действительности
сознание Кришны, так как дал ее нам Шри Чайтанья Дев, является кульминацией религиозной мысли. And Srila Bhaktivinoda Thakur, he predicted that the day will come where every intelligent man and woman of the world must accept the religion of love as given by Sri Chaitanya Dev as the only solution for all the problems we have in the world. И еще Шрила Бхактивинода Thakur предсказал, что в будущем любой мыслящий, любой интеллигентный человек, он примет сознание Кришны, так как дал ее Шри Чайтанья Дев, как единственную правильную религию любви и сердца. And really, we believe that to be true. И мы в действительности считаем, что это так, что так и будет. Does that answer the question? I'm not sure. Я не уверен, является ли это ответом на ваш вопрос. Lilavati is saying thank you. Yes. Devashish Prabhu, thank you very much. We are already communicating for an hour. Yes. So maybe you are already tired and you have no time. So how it is for you? You know, I can speak about Guru Maharaj and Krishna consciousness all day and all night. But я могу говорить о Шриве Гуру Махараджа, об этом всем день и ночь. But I know we had a little bit of a late start, but I hope we can continue this in the future regularly, maybe. And if everyone's happy, we can meet again soon. Maybe next week, I don't know. As you think. И Девашиш Прабху говорит, несмотря на то, что мы немножко позднее, чем обычно начали, если всем понравилось, если все хорошо, мы можем продолжать это в будущем, например, в следующий понедельник, или как скажете. Большое спасибо, но у нас в проекте мы каждую неделю приглашаем разных людей, духовных учителей, либо вот вас. Мы также ждем, когда к нам сможет присоединиться Кешавананда Прабху. Но обычно как бы мы потом возвращаемся и снова приглашаем. Well, thank you very much, Devashish Prabhu. Usually in this project, in our project, we invite different lecturers, like next week or some other week we're planning to invite Keshwananda Prabhu and some others, but we do it like in a cyclic way, in a pattern way. Поэтому в любом случае мы обязательно вас пригласим еще. Было очень интересно. So we will invite you for sure one more time if it's okay with you. We'll definitely invite you if it was okay with you, if it was interesting for you. Yes, I'll be very happy anytime. Я буду счастлив присоединиться в любое время. Спасибо большое. Thank you very much. Thank you very much. Thank you all so much. Hare Krishna. Hare Krishna. Dandavad. Dandavad. Krishna, Dandavad. А кто у нас закончит конференцию? Кто у нас? Ачюта Прабху, спасибо большое за перевод. Да, вам спасибо, что позвали. Я сюда рад с большим удовольствием. Jai Devashish Prabhu ki Jai. Jai. London Temple ki Jai. Jai Shri Guru Maharaj, Jai Shri Govinda Maharaj ki Jai. 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 Hari Hari Bol. Hari Bol. Харе Кришна. Встречаемся в следующий понедельник в 5 часов, как всегда. Всем поклоны. Всем поклоны. Дандават.